Всем привет! Сегодня мы на олимпийской базе Конча-Заспа. Вот сейчас ждем подъезд Александра Усика. И сегодня мы проведем совместные две тренировки. Первая тренировка по тяжелой атлетике и вторая тренировка по боксу. Узнаем и зададим пару вопросов. Первый из которых это почему Александр стал набирать в более тяжелую категорию. Второй вопрос, что общего он видит между боксом и тяжелой атлетикой. И третий, возможно, если мы еще выживем, то мы узнаем силу его удара. Как-то давным-давно я смотрел фильм, в котором кто-то вот так вот стоял и просто делал, ну, практически то же самое. Короче, сегодня моя первая тренировка по боксу. Надеюсь, что не последняя. Опа. Александр. Здравствуйте. Привет. А что? Могу показать вам рабочие ноги боксера. Так понимаю, подрывчик удался. Так точно. У нас, короче, три вопроса, которые мы сегодня должны раскрыть. Да. Почему? Что общего? И третий, что ты мне раз немножко при этом, ну, чтобы я попробовал силу удара. Разорик сможешь меня? Чтоб ты ударил или что? Нет, чтобы ты меня ударил. Нет, я тебя не могу убить. Да? Ну конечно, ну что это за глупости? Мы в один день олимпийскими чемпионами стали, а я буду бить тебя. И тем более я бесплатно, Леха, сейчас же людей не бью. Да я уже расслышал, я как раз накопил денег. Отлично. Ты же знаешь, что это означает? Вот это? С другой или вот это? Ну фокусируйся, сука. Сейчас экспериментальное, опять же, но это связано с тем, что ты, вот, опять же, для кого не секрет, что ты начал набирать вес. Да вес, наверное, не начал набирать. Вес тот же, который был в межсезонье, просто его надо чуть-чуть обработать, да, в другое качество его перевести. То, что мы считали, что мне не нужно там 100 килограмм, там, даже мне 99 не надо. Мне надо, ну, вес, рабочий вес мой будет в бою максимум 97 килограмм. Потому что если будет больше, то теоретически мы не сможем отбоксировать. Ну, мы настраиваемся всегда на 12 раундов. То есть у нас нету там на 2, на 3, на 5. То есть это уже как в бою придет. То есть вот пришел крайний поединок, в 8-м раунде я там нокаутировал оппонента. А так обычно настраиваемся на 12 раундов. То есть 12 раундов вытянуть по 3 минуты с тем темпом, то, что мы работаем, очень сложно будет с лишним весом. Почему тяжелая атлетика? Потому что очень хорошо у вас ноги работают, взрывная сила ног. Что-то уже почувствовал? Ну вот в понедельник, да, я чуть-чуть почувствовал. И, кстати, я дома искал свой боксерский шлем. Он у меня должен был быть на высоких ящиках, там, где я ростом не доставал. Я типа выпрыгнул, что посмотрел, я реально выпрыгнул, я почувствовал, что я выпрыгнул на самом деле, и прям аж завис там вверху. Я успел рассмотреть, короче, что там шлема не было. Хорошее упражнение, когда лезет. Я не знаю, Когда жена что налезет, это наше производство, так что можем прикрыть. Спасибо. Этот, ты, ну, тянешь как подтягивание, а ты вот, ну типа, не отсюда вытягиваешь. Угу. А наоборот грудью. Хоп. Ну ты, да, ты, получается, ты таз не проваливаешь вниз. Не знаю, насколько это мне поможет выстоять удар, но буду на всякий случай делать. То есть удар вот, да? Приходится
на второй, третий пястный сустав. Именно правильный установка удара, то есть в основном приходится на... А у меня получается на вот эти, да? Не плоскостью, не все, а в основном вот. Чик, оно, Ну вот, правильно посмотрел? да. Да. И плечики расслабил, спокойненько, ручки. Потом то же самое ты, ну, можешь чуть-чуть раскачаться. Чуть-чуть раскачаться. После боя с Муратом Гасиевым, когда я завоевал все 4 пояса и Кубок Мухаммеда Али, мы что-то общались с Андреем Борисовичем Колосовым. И я говорю, ну, у меня такая мысль закралась. Я говорю, реально хочу, говорю, связаться с Лехой Тархтием, чтобы поинтересоваться и вообще прийти к нему на тренировки, потому что я знаю, что он там проводит семинары и все остальное, и поделать тяжелую атлетику. Ну, мы вот поговорили, и мы это сейчас делаем. Сегодня по плану у нас толчок со стоек. И Алексей Павлович, надеюсь, даст нам пару хороших советов, потому что в этом деле он у нас мастер. Вот любым удобным тебе хватом ширине плеч, даже чуть шире. И положи все на грудь. И держи. Теперь садись. Вот насколько можешь. Чувствуешь? Секунд 30. То есть в этом положении хорошо кисти, плечи, локти. Вот именно как раз то положение, которое ты используешь при приеме штанги на грудь. Еще один за. Внизу не расслабляйся, расслабляешься. Поясница. Угу, хорошо. Лопатки собери. Еще давай разочек сам. И локтем вверх встаешь. Локтем. Вот, красава. Ну, первый раз было вот такое расстояние между, когда ты садишься, то есть как мы определяем? Ты сел, если плохая подвижность, расстояние. Если подворачиваешь, видишь? То есть вот первый раз ты когда сел, тебя практически касались. Сейчас уже расстояние вниз. То есть вот, смотри. Когда, допустим, это если я работаю рукой, Это прикрывает голову. высота какая должна быть? Вот ты вот здесь прикрываешь. Бровь. Да. Уровень брови. Ну вот здесь она в основном. Чуть-чуть ближе, не перед глазом, а вот здесь ты защищаешь, потому что... Боковой. Да, потому что может туда зайти, вот сюда зайдет. То есть он здесь. Не, ну у меня по-любому зайдет. Кулак зажат, рука полностью расслаблена, плечи расслаблены. То есть вот этого не должно быть, зажатия не должно быть. Да, если тебе сейчас так комфортно, чуть-чуть локоточки, но в основном ты должен контролировать. Что первое идет? Выпрямление руки, потом нога? Или Нет, сначала нога это и потом рука? идет И одновременно? Нога, рука. толчок, да. У тебя одновременно идет. Ты если раз, то есть это затравка и выдает. То есть ты даешь ногой сначала. Ну, то есть ты выталкиваешься, бежишь, вперед идешь, не иди. А теперь попробуй, выходя задний, вот с этого положения не тянуться, не оттягиваться, а вот чун, чун, возврат. Раз, возврат передний. О, ну чуть-чуть развернуть, ты, задняя рука уходит, и ты, получается, идешь противовесом. Все, понял. Да. Да. Чан. О. Может, это неправильно опустить, У нас в тяжелоатлетике есть такое понимание, что для того, чтобы научиться рвать и там толкать, брать на грудь, там нужно минимум там, 3-4 месяца для того, чтобы хотя бы как-то освоить технику движения. Вот, допустим, у вас есть какая-то наработка часов, там, я не знаю, там. Перед тем, как начать основную работу, там, снарядную и все остальное, мы 1,5 часа в ринге, вот. День. Вроде ты все умеешь, все знаешь, а 10 раз бьешь, а из 10 там 3 минус, там, или 5 минус, да. Выпрямился. Да нет, ты прекрасно знаешь, что это Николай заказывает. Здесь вдох, а Та выдох. методика и та последовательность, о которой мы, я думаю, что вы видели и раньше в видео. Выжимаем,
сводим лопатки и поднимаем плечи к ушам. Сюда, из удобного положения. Вот. Опять же, когда ты работаешь с большим весом, тяжелым, 200 килограмм, понятно, что ты не сделаешь вот так. Но, по крайней мере, вот это вот Нога. память того, что нужно тянуться вверх, а не расслабляться, чтобы штанга тебя раздавливала, она остается. Поэтому лучше всего это отрабатывать на маленьком весе, потом с грифом, и потом уже 40-50 килограмм, и оно автоматически перенесется это все на штангу в будущем. Вот как раз Александр это сейчас и делает. Как их мандраж чувствуется уже? На лице Не, в коленях. чувствуется. Hello, everybody. Это тоже 20-ка, да? Да, ну это вот эта ручная работа, на заказ делается. Ну, 20-унцовых в принципе не производят, максимум 18. 20-ки там мы заказываем, и нам чувак это делает, потому что мы с ним как бы в кентах. И вот ты как бы потянешься, если ты ударишь, ты вот ножка задняя у тебя поднялась, ты, но голова не заходит за колено. Это мы сейчас говорим о той ноге, которая стоит перед нас. То есть Впереди, да. Если тебе чуть неудобно, ты можешь просто сделать вот такой шаг. Небольшой. О. Не толкай. попробуй ударить в пол. Вот что прям... Ты просто почувствуешь совсем другую скорость. Если ты делаешь вот это вот, оно хорошо. Но если ты добавишь удар в пол, оно автоматически активизирует скоростное качество, намного быстрее все сделается. Хорошо, давай еще один раз. Помнишь? Колено надо выпрямить. Не дернуть, а выпрямить колено. И отсюда выпрямить колено. Неплохо, неплохо. Хорошо. Сесть, встать. Что зачем нам психолог? Мы что, психи? Он говорит, психолог и психиатр. Говорит, ребят, это разные, да, разные как бы профессии, люди. Ну и он там разговаривал и говорил за олимпийского чемпиона по ядру нашего украинского. Белонога? Да, когда он, ну там, вроде бы нет-нет, а он типа, ну знаешь, завелся, выкрикнул, то есть вышел и кинул, да. Ну и мы же типа давай практиковать, знаешь, перед Олимпиадой. Ну там вся Саня сидит, знаешь, ну там ему плохо, там проигрывает боем. Давай, заведи себя, крикни. Нет, крикните его, крикни, прям крикни. А вот ножницы. И вот как раз у меня был вопрос. Мы ножницы принимаем. Я очень много чего вижу схожего с вашими. Такая же самая стойка? Да? Ну, у тебя чуть шире, не, ну некоторые могут стоять вот так. Это те, которые, ну, допустим, например, больше вот здесь, знаешь, ему работают сюда, то есть, да. А что это дает? Ну, удобно стоит. То есть он, смотри, допустим, если он вот так коротко будет стоять, вот так коротко, то есть удар вот здесь, ему придется сюда тянуться. А так он получается. Если он больше будет амплитуды, отсюда стоять, то он может чик, ну типа, плюс он за счет выгибания ноги он еще ну дает да, ускорение. да, может бам, отсюда, типа, ну вот это нельзя делать, то есть в боксе. Ну, но его делают. Вот это положение, это правильное положение? Ну вот здесь все, ты уже в мертвой зоне, если будет, нет, лучше ногу, ну, Для толчка. Ты правильно, да, вот так разворачивайте тоже. Да. Вот я делаю удар, и я ее начинаю заворачивать. вот чуть-чуть, вот все, вот этого достаточно. Ну, как я вот это объясняю, получается, когда ты стоишь вот так, ты стоишь на одном пальце. На всех пальцах. А когда ты заворачиваешь, Полностью вот эта часть должна. да, когда ты заворачиваешь, ты опираешься на 3-4. То есть, вот, ну, ты можешь
себя чуть-чуть. То есть ты подталкиваешь. Ты. Вот она пошла. И вот отсюда. Она тоже пошла. То есть ты отсюда вытянул. И отсюда я тоже этим же помогаю. И топнуть. Неплохо. Ну я же вижу, что согнутый, а я пытаюсь выпрыгнуть. Так вот, он же выпрыгивает и потом встречает. Видишь? Да? Раз, два, три. Мы жестко встречаем. Неплохо. Хорошо. Потянись, тянись за ним. Вот. Хорошо. Аккуратно. Все нормально. То есть ты как пружина. Ты когда складываешься, ты должен быть как пружина. Если ты сложился вот так, то ты как бы... Ну вот у меня тоже там я толкаю, допустим, или что, ну там, когда выдергивал, она сломала. да, колбаса. И прыжок. Вот, хорошее движение. Терпеть, локоть вперед. Ноги чуть уже поставь. Хорошо. На стопе. Взрывайся. Давить тебя, ты ее отталкиваешь. Тогда ты будешь... Спокойно, аккуратно, опускаем. Удар и до конца плечо надержи. Давай, 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 давай. Ничего, получится. Левый. Раз, два. Левой, правой. Приятно смотреть, когда два заслуженных мастера спорта Украины меняются навыками. Видишь, он у тебя... Алексей Тарахтий, Роман Капитоненко. Силу, скорость. Вот, вот она, вот, видишь? Вот ты хочешь, я не знаю, взять, в конце другом зала стоит оппонент, который кричит: Леха, дай мне там 25-килограммовый. Ты его берешь и бросаешь, вот у тебя тело. Ты ножкой забрасываешь, жопу разворачиваешь, все. А у тебя чуть-чуть, понятно, когда первая тренировка, но ты заслуженный мастер спорта. Толкайся ногой. Да, поздно. О, ты толкаешь, просто она у тебя стоит на месте, и ты ее, вот она. Ручки удобненько, удобненько, даже отсюда. Вон здоровяки некоторые боксируют у нас. Они не могут вот так сделать, вот он не сделает вот так. Вот, то есть брюшину ему наваливаешь именно постоянно туда. Оп, голова идет, рука первая. Оп, да. Оп, голова на месте, правильно. Оп, отлично. Да, вот, ну не вали, Саня, тебе ногу туда. Ну я пока не... Не, ты... Вот это получишь. Это как гриф вставляется в емкость специальную, да, и ты ногами его выталкиваешь. То же самое. Ты же его не руками вытягиваешь. Фум, рука пошла. Фум, рука пошла. Вот. Это был повтор. Я опускаю локти вниз. Сразу спина начинает горбатиться. Можете ногой локти вверх. Остановился. Как уже нажался. Бум. Хорошо. Толпов больше. Ноги выше, Саша. Поясницу натянул. Толкнуть ногой. Толкнуть. Шума больше. Хороший. Вот это оно. Аккуратно опускаем. Молодец. На стойку. У меня как настоящего тяжелоатлета я себе ноги, короче, сначала это самое, поздирал там, пустил кровь, да? Александр говорит, усека кровь. Ну я уже лейсы потом начал одевать. Он говорит, нормально одевай, то есть ты не стесняешься. Я говорю, ты что, не стесняться, говорю, я в розовой обуви хожу, говорю. Прикол про штангистов, знаешь? Когда штангисты выходят на пляж, можно сразу определить, что это штангисты. Волосатые ноги, тестостерон, волосатые ноги, и вот здесь вот лысая, и вот здесь лысая, потому что штанга от подрыва сдирает здесь и здесь. Мы такой, знаешь, 80? да. Сразу переключайся. Бум. Хорош. Аккуратно. На стойку. Сегодня достаточно отдыхаем. Вы же говорили 80 будет. И ты выходишь. Видишь, у меня рука,
Она вот какой-то ты ее поворачиваешь просто. Задней рукой, например. Видишь? Ты видишь, люди работают. Фокус бич. Там ты. Это что? Фокусируйся на пляже. Ну, группировался. А животик-то камень. Вот так вот прошел наш сегодняшний день. Лично я могу сказать, что, как для меня, много чего общего и в боксе, и в тяжелой атлетике. Но самое главное, то, что я вижу, это пахота. Совершенно верно. Не могу не согласиться с вами, Алексей, совершенно верно. Для достижения высоких результатов надо очень много трудиться, жертвовать очень многим, трудиться, еще раз трудиться. Ребятки, и так, чтобы было интересно, мы заканчиваем наше видео, совместное видео на вопросах. Двух вопросов. Один вопрос от меня, один Александра, и два победителя рандомно получат от нас футболки. Да. Да. Вопрос от меня. Сколько будет в тяжелой атлетике 25 плюс 25? Ответ на этот вопрос вы должны написать в комментарии. Совершенно верно. Когда я еду домой, и мне звонит моя любимая жена и говорит: Александр, через сколько ты будешь? Я говорю, что я буду через 3 раунда. То есть через какое время я приеду домой. Отвечайте на эти вопросы внизу под видео, и на 2 из них мы отправим наши футболки. Да, будете в красивых футболках. И вот так вот, ходить, смотри, давай. как мы. Раз, два, три.